Россия меняется, когда она проигрывает войны. То, что сейчас тоже рухнет. Русские не способны каяться. Толстой объявим империалистом. Конечно, Россия – это грозная довольно сила. В народе эти настроения, конечно, страха перед Россией, они присутствуют. Уберите эту русскую власть, мы разберемся. Никакой особой катастрофы в том, что избрали Трампа, я не вижу. Россия съела бы и Прибалтику, и Польшу, и даже Америку, но кто ему даст. Это не апокалипсис. Путина иногда сравнивают с Гитлером и со Сталиным, но этих пределов он еще не достиг. Добрый день, это программа «Вдох-выдох», меня зовут Виталий Дымарский. Я с удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника, сейчас будет длинный перечень, переводчик, эссеист, диссидент, ну теперь уже, наверное, можно говорить бывший диссидент, да? Правозащитник, я бы сказал еще философ, поэт Томас Венцлова. Томас, сразу вам первый вопрос. Очень хорошо известны ваши работы, я бы так сказал, в русской культуре. Да? Огромное количество переводов русских поэтов, дружба с Иосифом Бродским. Бродский вам посвятил сколько? 2 стихотворения. «Литовский дивертисмент», я знаю, и «Литовский ноктюрн». Ну, еще там одно, но это уже не важно. Но это уже не важно, да. Ну, это уже, понимаете, когда человеку Бродский посвящает стихотворение, а это уже не важно, то это тоже важно. Но это важно, то это важно. Но я хочу спросить вас вот о чем. Сегодня в Литве как себя чувствует русская культура в связи с тем, что происходит рядом? Ну, средне, прямо скажем. Может быть, одно время какое-то возмущение всем русским было сильнее. Это как-то успокоилось, вошло в какие-то нормальные рамки. Ну, понять это можно, но я всегда выступал против этого. Ну вот, например, шла речь о русском театре. В Вильнюсе есть русский театр, довольно хороший, давний, и его хотели вообще закрыть. Потом хотели переделать в театр всех наций, то есть, чтобы там была, по-видимому, польская труппа на идиш, белорусская труппа, но такие труппы сразу не сделаешь, не соберешь, а русская труппа есть. Ну, кончилось тем, что переименовали в Старый театр. Но он продолжает работать, и слава богу, что продолжает. Выступали против Пушкина, Льва Толстого, но вот есть у нас музей Пушкина, там жил его сын. И это было имение за городом. В свое время памятник Пушкину при царе был поставлен у горы Гедемина. Но это было утверждение, так сказать, Русской империи, так же, как памятник Екатерине был тогда, и муравьеву-вешателю. И Пушкин был в этой компании. При советской власти, дело в том, что памятник в Первую мировую войну исчез, а при советской власти его восстановили на том же месте. Пушкинский. Пушкинский, под горой Гедемина. Ну, а потом... А Екатерина куда делась? Екатерину демонтировали и вывезли в Россию тоже в Первую мировую войну. И, по-видимому, переплавили на снаряды. То же самое с Муравьевым. И что касается Пушкина, то его при независимой Литве поставили у этого имения, где находится музей Пушкина. Это далекая окраина, и там он вполне на своем месте. Так вот, у нас были голоса, и до сих пор иногда слышны, что это русский империалист, что его тоже надо снять, отправить куда-то в Груто-Паркас. Ну, Груто-Паркас – это место, где собираются советские монументы, так, в общем, для издевки. Ну, сейчас они, по-моему, везде есть такие парки примерно. Во многих, даже и в России, во многих и в Москве. странах есть такие парки, это правда. Ну, памятники это хотя бы сохраняются, и, так сказать, это, по-моему, хорошо, они должны сохраняться, как некий факт истории.
Что же касается Пушкина, я выступал против этого, сказал, что Пушкин никак не заслужил той судьбы, что Ленин или Дзержинский, так же, как не заслужили этой судьбы и литовские писатели такого прокоммунистического толка. Но самое известное – это Саломея Нерис. Ее тоже хотят снять, памятник, но до сих пор, кажется, не сняли. Ну, вот происходят такие вещи. Толстой объявлен империалистом. Ну, извините, господа, почитайте «Хаджи Мурат», почитайте хотя бы «Войну и мир», и вы увидите, что империализм там даже не ночевал. Я об этом писал, не только я, и, в общем, сейчас сравнительно к этому относятся спокойнее и разумнее, чем в самом начале Украинской войны. А скажите, это как бы настроения были в обществе, или это все-таки шло сверху? Ну, это трудно сказать. По-видимому, и то, и другое. Я склонен думать, что больше сверху, но снизу тоже были голоса. Всегда найдутся люди крайние. И такие, как правило, громче говорят и больше слышны. Потому что, вы знаете, вот за время пребывания в Вильнюсе я вот здесь смотрю, разговариваю с людьми. Кстати говоря, никаких проблем здесь нету с русским языком. Да. Ну, если человек знает русский, если не знает, так не знает. И особенно молодой человек. Да, и потому что существуют же проблемы языковые там у ваших соседей, да, там не очень любят русский язык в Латвии там, и так далее. Ну, да? тут проблема заключается еще в том, что в Латвии русских гораздо больше. Ну да. Рига – это почти русский город. город. Почти русский город, и именно поэтому это вызывает большее сопротивление. В Литве русских всего там 5 или 6%. В Вильнюсе, я не знаю, но, наверное, максимум процентов 10-15, и к этому относятся спокойнее. Я с этим встречаюсь в собственной семье. У меня жена русская из Питера, она учит литовский, но когда она ходит в магазин и там начинает говорить по-литовски, естественно, с акцентами, с ошибками, очень благожелательно сразу все переходят на русский, вполне добродушно. Она никогда не сталкивалась ни с какими проблемами. То же самое, могу подтвердить лично. То же Да, самое. так что в этом смысле у нас спокойно, и, по-моему, так и должно быть. Ну Тем да. более, что появилось очень много белорусских и украинских беженцев, и с ними приходится общаться. Пока они не выучили язык, они тоже учат, но пока не выучили, приходится общаться на русском, и в Вильнюсе это никого не удивляет. Вильнюс всегда был трехязычным городом. Я всегда говорю, настоящий вильнюсец должен говорить по-литовски, по-польски и по-русски. Нравится это нам или нет. И так оно и происходит. В Каунасе уже немножко по-другому. Ну да. Ну, Каунас такой именно литовский. Да. город, Клайпеда опять двуязычный. Там когда-то еще был немецкий, но Немецкий сейчас его нет, немецкого. То есть есть несколько очень маленькая прослойка населения, особенно в окрестностях Клайпеды, еще помнящие старый немецкий. Но их так мало, что и они уж как бы не считаются. А русских в Клайпеде довольно много. Ну, как-то уживаются. Но возвращаясь к русской культуре, смотрите, конечно, вот с началом этой войны это происходит не только в Литве, да, мы же понимаем это прекрасно. Ну, во-первых, тон задала Украина, и даже трудно возражать, что называется, да, потому что Украина такой в роли жертвы и, имеет право, что называется, с одной стороны. Разумеется, мы не будем указывать украинцам, как они должны относиться к русской культуре. Да. Но вот тоже, кстати говоря, уж ваша дружба с Бродским, вот это знаменитое его стихотворение, да, про Украину. Это очень печально, что он это написал. Да. Ну, написано это как бы не всерьез. Когда он мне это прочел, это не было напечатано, я сказал: Иосиф, это лихо написано, но печатать это не надо и публично читать не надо. А если уж хочешь читать публично, то только в Киеве.
Там тебя забросают камнями, но это будет честно. А где-нибудь, где нет украинцев, ни в коем случае этого не читай. Он согласился. Он при жизни это нигде не напечатал, но, правда, раза два все-таки прочел публично, и стихотворение как-то вырвалось наружу и стало довольно известным. К сожалению, довольно известным. Большой чести оно Бродскому не делает. Ну, оно известно, знаете, как в силу, наверное, своей скандальности. Вот именно, да. Ну, оно чисто литературно, оно написано неплохо, как и все у Бродского. Ну, есть такие стихи у Пушкина, есть такие стихи у Лермонтова. Вот говорят, Пушкин написал «Клеветникам России», стихотворение, в общем, довольно невинное. Оно даже не против волнений Литвы, о которых говорится с некоторым почтением. Оно скорее против французов. Но у Лермонтова, говорят, вот у Лермонтова такого нет. Но у Лермонтова есть стихи «Спор». У Казбека с Шад-горою был великий спор. То есть, кто будет владеть Кавказом? Тегеран или Россия? Или Россия. Или Россия. И, конечно, Россия, и это хорошо, по мнению Лермонтова. Вот это, конечно, империалистическое стихотворение. Слушайте, ну а как, я их не хочу защищать, вообще, какие мы судьи, это смешно, да? Но, слушайте, а что можно требовать от гражданина страны, от гражданина империи? Ну, конечно, это его, он в ней родился, он другого не знает, в общем-то. Ну, в России было всякое. То есть в России все-таки есть довольно четкое деление на западников и славянофилов. Это да. Но все западники тоже были имперцами. Не все. Герцен не был. Я всегда говорю, вот говорят, русские не способны каяться, русские всегда будут поддерживать свой родной империализм. Вот был такой Владимир Печерин, приятель Герцена, своеобразная фигура. Кончил он как католический монах в Дублине, и там был похоронен. Так вот, этот Владимир Печерин написал наиболее антипатриотические стихи в истории человечества. Там есть знаменитые строки «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения». Вот такого никто не написал, ни из англичан, ни из французов, нигде, нет такого. Но это покаяние. Это, по-моему, это даже как-то и слишком. Но это вот как раз ответ тем, кто говорит, что русские не способны каяться. Да, ну, видите, это такой единичный случай, человек уехал. Ну, слушайте, а как немцы, многие, ну, не все, конечно, да, но мы знаем немцев, там, и Томас Манн, и другие, да, которые реагировали в 30-е годы на Третий рейх. Да, разумеется, и Томас Манн, и Брехт, и очень многие другие. То есть практически вся серьезная немецкая литература. В самой Германии остались менее серьезные авторы. Да, конечно. С другой стороны, говорят, вот такого империализма, как у русских, нет ни в одной культуре. А Вагнер, а Ницше, в конце концов, а Киплинг в Англии. Есть, в любой культуре это есть. Но я, опять же, всегда привожу цитату из Одена, что Киплинга простит время, потому что он писал хорошо, простит все его взгляды. Вот так же простит и Пушкина, так же простит и Лермонтова, и уже простила. А Толстого даже прощать не надо. Он был антиимпериалист до глубины души. Слушайте, ну, наверное, на каждого деятеля там, культуры можно найти какой-то, как сейчас говорят, компромат, да? Ну, разумеется. Да, ну, с Вагнером вообще известная история. Я не знаю, он до сих пор, по-моему, в Израиле запрещен или уже они не сняли? То чтобы запрещен, но там избегают его играть, и многие отказываются просто его играть. Да. Но, кажется, официального запрета никакого нет. Да. Кажется, я точно не знаю. Ну, а сколько, Господи, сколько национализма у меньших народов. Причем иногда довольно жестокого и
довольно Ну, неприятного. очень часто бывает вообще, чем меньше народ, тем больше национализма. Ну, это и понятно, это и понятно. И без этого, и, может быть, даже не удержаться. Но это не делает национализм, так сказать, приятнее. Да, Томс, мы с вами, кстати говоря, говорили как-то, мы с вами говорили как-то о диссидентском еще движении советском, Да. да? Я вас спрашивал, вот в Литве, я понимал, да, ну, более-менее, что такое диссиденты там в Москве, в Петербурге, ну, в Ленинграде тогда. Это такие, то, что называлось антисоветчики, Да. да, антисоветчики. А вот в национальных республиках, там, в частности в Литве, было больше именно антисоветчиков, то есть против режима советского московского, или больше за, там, ну, назовем их националистами, которые за независимость Литвы? Все были за независимость Литвы, и очень немногие вообще говорили о демократии, о каком-то послесоветском устройстве. Нет. Вы дайте нам независимость, а Дайте мы нам разберемся. независимость, уберите эту русскую власть, мы разберемся. Были подпольные газеты, подпольные журналы, как бы разных направлений. Направление католическое, программа «Русские вон из Литвы». Направление левое, программа «Русские вон из Литвы». Направление еврокоммунистическое, даже такой был журнал, программа «Русские вон из Литвы». И ничто другое, в общем, людей не интересовало. Это, по-моему, довольно печально, потому что именно поэтому потом наша демократия немного буксовала и даже до сих пор немного буксует. Но, слава богу, с этим получилось. Демократия у нас все-таки получилась при всех пробуксовках. Я вот здесь посмотрел на литовскую демократию. Я бы хотел, чтобы она так буксовала в России. Ну, это Знаете, я вам хочу сказать. трудно сравнивать. Да. Да, конечно. Вот вы же хорошо знаете Россию, россиян, не люблю это слово, ваших там друзей, я знаю, вы дружили с Горбаневской, там, со многими диссидентами. Почему не получилось в России? Ну, не хватило, по-видимому, критической массы. Вот в Польше хватило. В Литве, ну, практически весь народ создавал эту критическую массу, потому что независимости хотели все. И несколько более разумного устройства, чем советская власть, тоже хотели все, включая литовских коммунистов. Ну, не всех, может быть, но многих литовских коммунистов. Ну, Бразаускас и, так сказать, его группа, из которой потом возникла Литовская социал-демократическая партия теперешняя. Да, он, по-моему, один из первых вообще поменял название даже Компартии на социал-демократическое. Совершенно верно. Да. Он сначала отделился от КПСС, и оказалась самостоятельная Компартия Литвы, а потом она вернулась к своим истокам. Они в свое время откололись от социал-демократов и вернулись в родное лоно. И получилось не так уж и плохо. Эти люди практически все были за независимость. Немножко побаивались движения к ней, побаивались, что задавят. Они лучше знали кремлевские нравы и кремлевские настроения и были осторожнее, чем вот те, которые потом вошли в число консерваторов, Ландсбергис и другие. Они говорили, ну, шаг за шагом, и непонятно, сколько должно быть этих шагов и когда они кончатся. Это было. Но, конечно, в душе у них идеал был в конечном счете, я думаю, тот же. То есть споры были просто о том, как идти к этой независимости. Да, сейчас эти люди у власти опять в Литве. Социал-демократы. Да, только что выиграли выборы. И, думаю, ничего решительно вредного для независимости от этого не произойдет. Она будет такой же, как была до них. При власти консерваторов в Литве, я не знаю, это опять же идет сверху или снизу, но сверху все-таки шло тоже такое
такие настроения, что Литва там, что надо укреплять безопасность, что Россия представляет угрозу для Литвы. Общество литовское боится вот в связи с этими событиями? Страх есть перед Россией? Несомненно, да. Несомненно, да. Может быть, некоторые политические деятели чуть-чуть это преувеличивают по тем или другим причинам. Но, конечно, Россия в той ее форме, в какой она сейчас существует, это грозная довольно сила. Ну, в смысле, даже я бы не сказал грозная, это звучит как-то поэтически, я бы сказал, угрожающая сила. Грозная, да. Да, угрожающая сила. Но это видно, это происходит. Это происходит в Украине. И это чувствуется и в других республиках, это чувствуется в Казахстане, это чувствуется в Молдове, это чувствуется в Грузии, да. которую у нас сейчас стали называть Сакартвело по грузинскому образцу. Это ощущается. И довольно сильно ощущается в Польше, довольно сильно ощущается в других прибалтийских государствах, включая Финляндию, кстати, Ну, конечно, которая поэтому и вступила в НАТО. Ну, опыт показывает, что Русская империя довольно-таки угрожающая сила в этой части мира, и с этим ничего не поделаешь. Так что в народе эти настроения, конечно, некого недоверия к России и даже страха перед Россией, они присутствуют. Ну да. Знаете, как размерами России, размерами империи очень часто пытаются оправдать как бы ее поведение. Я был свидетелем, это было давно, в 90-е годы, во Франции, в Сорбонне, какой-то был семинар, где один российский, ну, там, журналист или там, политолог, да, выступая, как бы извиняясь, сказал, ну что делать, Россия такая большая, она всегда себя ведет как слон в посудной лавке. И вышел Витаутас Ландсбергис, надо сказать, он очень остроумно ответил тогда. Он говорит, вы понимаете, говорит, от того, что она себя ведет как слон в посудной лавке, маленькой, но ценной чашечки под названием Литва, если она разобьется, нам от этого не легче, понимаете? Это, несомненно, так. Ну, понимаете, как слон в посудной лавке иногда вела или ведет себя и Америка, тоже огромная страна. Но там есть все-таки печать, есть общественное мнение, есть две партии, так сказать, по меньшей мере. Там это как-то контролируется. Ну, я не согласен с тем, что Россия неисправима. Как слон в посудной лавке вела себя Англия. Совсем плохо вела себя Германия. Ну, прямо скажем, чудовищно вела. Даже, я бы сказал, вот Путина иногда называют, сравнивают с Гитлером и со Сталиным, но этих пределов он еще не достиг. И, будем надеяться, не достигнет. Но, к сожалению, Россия движется в этом направлении. Но Англия и Германия изменились. Я не вижу никаких оснований, почему Россия не может измениться. Может, но для этого требует времени, это требует исторических сдвигов. Некоторые из таких сдвигов мы уже наблюдали. Был сдвиг при Горбачеве. Все говорили, ну куда этот медведь, если он уж кого-то вцепился, то ни в коем-то веке он никого не отпустит. Отпустили. Отпустили и Литву, и Латвию, и Эстонию, и Среднюю Азию, и Кавказ. Ну, в некоторой степени, вот скажем, Украину пытаются опять прибрать к рукам. И есть опасения, обоснованное опасение, что если удастся прибрать к рукам Украину, то попытаются прибрать к рукам и Прибалтику, и другие республики. Ну, это есть это. Ну, Прибалтику защищает НАТО все-таки. Ну да, но опять же многие говорят, что на НАТО не очень большая надежда. Я считаю, что достаточно большая.
А на это есть тоже хороший анекдот. Хороший анекдот про... Когда меня спрашивают, неужели Россия может занять опять Прибалтику, Польшу и так далее. Анекдот следующий. Зоологический сад, у клетки слона надпись «Слон африканский, съедает в день 500 килограммов апельсин, 200 килограммов бананов, 100 килограммов манго». Посетитель спрашивает, неужели он это все съест? Сторож говорит, съест, он съест, да только кто ему даст. Ну, да. Так вот, Путин, Россия съела бы и Прибалтику, и Польшу, и даже Америку, но, в общем, кто ему даст? На это существует НАТО. Ну, видите, как была надежда на НАТО у Украины. Ну, Украина не была и не является пока членом ну, НАТО. хорошо, не на НАТО, на Америку была, или там на Запад, то, что называется, была надежда, но, так я бы сказал, помощь была дозированной. Помощь была дозирована, но все-таки благодаря этой дозированной помощи Украина держится. Да. 3 года уже, скоро 3 года. И, по-видимому, будет держаться дальше. И главные, Трамп? главные места Украины не заняты ни Киев, ни Харьков, ни Одесса, тем более Львов. И как-то совершенно не пахнет тем, что они будут заняты. Мы не знаем, как поведет себя новый президент. Мы не знаем, я должен сказать, что... И, по-моему, сам не знает, вы знаете? Может быть. Я американский гражданин, и литовский также. И литовское гражданство для меня даже важнее. Я вот всегда голосую в литовских выборах и не всегда в американских. Но в данном случае голосовал. Я против Трампа и продолжаю быть его противником. Я считаю, что человек, во-первых, аморальный, что доказано даже судом, и человек, как вы сказали, который иногда сам не очень знает, как он поступит. Но никакой особой катастрофы в том, что избрали Трампа, я не вижу. Он уже был 4 года президентом, ничего особых дров не наломал, ничего плохого не сделал. А будущие 4 года, ну, посмотрим. Но думаю, что обойдется, и, может быть, будет даже и от него польза. Ну, посмотрим, конечно. Меня, знаете, как в Америке, раз уж вы американский гражданин, вас не расстраивает, кто-то назвал из моих коллег, кадровый голод, что все-таки Америка уже сколько лет живет на противостоянии двух там 75-летних стариков, да, это... Да, несомненно, это меня расстраивает как американского гражданина и вообще как живущего на этой планете, потому что от Америки зависит судьба всей планеты. Это меня расстраивает. Но это не апокалипсис, это не катастрофа. Я понимаю, что когда один 75-летний или там 70-летний, это хуже, чем двое. Это хуже. Это хуже, и такое мы видели, как такое известно. мы и знаем, да. Такое видели, и, к сожалению, может быть, еще увидим. Да, так уже практически видим это. Уже практически видим, да. Ну, да. Что поделаешь. Нигде не сказано, что все в мире должно быть хорошо. Ни в одной великой книге это не сказано. Знаете, вы же, наверное, были знакомы, я очень часто вспоминаю наши беседы, вы же, наверное, были знакомы, как диссидент, знаменитый советский диссидент Алек Гинзбург, да? Был. Да? Вот я почему-то помню наши с ним разговоры, беседы, и он сказал одну вещь, которая мне запала. Я очень часто спрашиваю людей, сведущих, как они относятся к этому заявлению. Он мне как-то сказал в такой частной беседе абсолютно, он говорит, ты знаешь, мы, диссиденты, в общем-то, не сыграли, как он считает, никакой роли в падении советского режима. Он говорит, ну, мы чисты перед собой, мы перед Богом чисты, мы были честными, да, но неэффективными. Что ту систему, как я помню, он сказал, там долгий разговор был, но все сводилось к тому, что ту систему можно было развалить только изнутри.
не возвращаемся ли мы сейчас, мы, я имею в виду Россия, в такое же состояние, что вот что диссиденты, так называемая оппозиция, которая разъехалась по миру, да, что вряд ли может что-то сделать, что надо ждать, как вы сказали, нового там Горбачева или нового Хрущева. Вы знаете, я должен сказать, с диссидентами существует тоже очень хорошее сравнение. Может быть, кто-то его уже слышал, но я его повторю. Это как с вытягиванием репки. Детка, который вытаскивал, так сказать, советскую систему, то есть, ну, Да. ликвидировал советскую систему, это, скажем, был Рейган. Бабка это было состояние советской экономики. Жучка, там, может быть, были люди в советском правительстве, которые понимали, что дальше так нельзя. Но не вытащили, пока не явилась мышка. А мышка это были диссиденты. Сил у них было мало, значение их было невелико, но без них бы, может, наверное, ничего бы не получилось. Я помню, что когда Горбаневская и ее друзья вышли на Красную площадь, это изменило всю атмосферу в стране, принципиально изменило. Воздух изменило, и это было очень важно. Сейчас это как-то не получается. Вот был момент, когда выходили против современной российской власти, выходило не 7 человек, а 50 тысяч. И это ничего не меняло. А 7 человек меняли. А 7 человек изменили, ну, потому что, наверное, и власть была несколько другая. Ну, во-первых, она была и глупее, и менее гибкая. Иногда даже говорят, тоже, я это часто слышал и часто сам произносил, вот после Великого Октября, назовем его так, после Октябрьской революции, и эсеры, и меньшевики, и кадеты, и даже многие большевики говорили между собой, за что боролись, на то и напоролись. Вот когда рухнула советская власть, и вот после некоторого свободного промежутка эта свобода стала уходить и исчезать, мы тоже стали повторять, и я сам стал повторять, за что боролись, на то и напоролись. Вместо осторожных и, в общем, в чем-то даже беспомощных стариков пришли к власти молодые агрессивные комсомольцы, молодые агрессивные чекисты, которые для мира опаснее, чем старая советская власть. И иногда думаю, действительно, может быть, не надо было ее свергать. Ну, тут ничего не поделаешь. Она рухнула даже как-то в большой степени даже сама. И, так сказать, не могло быть такой ситуации, чтобы она сохранилась. Но то, что сейчас тоже рухнет. Но боюсь, что продлится это дольше, даже заметно дольше, чем советская власть, чем последние годы советской власти, скажем так. Но советская власть даже 70 лет. Будем надеяться, что данный режим не продержится 70 лет. Я надеюсь, да. Но определенное количество, и, к сожалению, довольно долгое количество лет он может продержаться. Он может, сейчас об этом тоже идут споры, в том числе в оппозиции, так называемой. Это идут споры о том, а какой будет Россия после Путина. Не обязательно, что она будет прекрасной, как говорят, и демократической. Нет, ну прекрасной она поначалу точно не будет, но после Сталина Россия тоже не стала прекрасной, она стала хрущевской. Но это было лучше, чем сталинская Конечно, Россия. Да. Я думаю, что подобный процесс может повториться и сейчас. Ну, разные есть мнения, потому что уж больно сильно разогнали всю так называемую либеральную или там демократическую общественность. И сейчас, по-моему, самая сильная оппозиция с Путину это националистическая. Ну, какова она ни была, но после смерти Сталина самые сильные люди были Берия, Маленков и Молотов.
от них довольно скоро ничего не осталось. Это да, это довольно быстро. А скажите, меня заинтересовали ваши слова, когда вы сказали, что иногда думаешь, что, может быть, лучше, чтобы она не рухнула, да, советская власть. Ну, мы знаем это знаменитые слова, которые, в России все запомнили, слова Путина, о том, что развал Советского Союза – это, как-то он сказал, величайшая геополитическая катастрофа. Ну, ностальгия есть? нет, у меня ни малейшей. Да. И в А этом... в Литве вообще, в обществе? Нет, думаю, что нет. Всегда можно найти какие-то мелкие исключения, но они очень немногочисленны, думаю, в Литве. Я, конечно, считаю эти слова Путина глубоко неверными. Я считаю, что это было геополитическое счастье, кстати, для всего мира, что на месте империи появились независимые и, в общем, никому не угрожающие государства, кроме России. Ну, Россия меньше и слабее, чем бывший Советский Союз. Это факт. Это факт. Но агрессивнее. Но, к сожалению, агрессивнее. Вот только в этом... Слабее ли? Я думаю, что слабее. Слабее? Думаю, что слабее. Но это показывает... Богаче? Это показывает, кстати, украинская война. Она третий год, там, в общем, практически ничего добиться не может. Советский Союз мог бы. Советский Союз добился своего в Чехословакии, на определенный период добился своего в Афганистане, потом проиграл, но далеко не сразу. А в Украине он стал проигрывать с первых дней. И, собственно, до сих пор то, что там происходит, это никак нельзя назвать победой России. Ну да, нельзя. Ну, слушайте, это, естественно, Украина тоже не слабая страна. Ну, она все-таки в 3 раза меньше по ресурсам, чем Россия. Слушайте, ну, Советский Союз воевал, мы же помним, что не очень удачно он воевал в Финляндии. Да, это верно. Но... Начальные первые 2 года Великой Отечественной это было... Это верно, но потом были следующие годы, когда он воевал уже неплохо и в конце концов победил. И при этом он уже в последние годы войны, это была уже довольно мощная сила. Томас, еще все-таки к вам вопрос уже скорее такой, вы же еще, я вас перечислял все ваши занятия, еще не сказал, что вы историк, конечно же. Вообще, как можно не быть историком, когда заниматься всем тем, чем вы занимаетесь? Скажите, пожалуйста, вот в том, что сегодня происходит в России, вы видите какую-то историческую, ну, не закономерность, а как бы, что это где-то там на дне истории все это заложено, и Россия от этого не может никак избавиться? Ну, это так называемое, то, что Акунин называет ордынской моделью общества и государства. Это сакральность вождя, это вертикаль власти, это, так сказать, отсутствие оппозиции. В какие-то моменты, к сожалению, или иной раз, может быть, и к счастью, это помогает. Это вот помогло во второй половине Второй мировой войны. Это ордынская модель помогла. Что бы мы о ней не думали, но России она помогла. И тем самым, мне кажется, помогла и всему миру, потому что Гитлера надо было уничтожить. Тут двух мнений быть не может. А что его уничтожил подобный ему, так сказать, тиран и злодей, это печально, но все-таки один тиран и злодей лучше, чем 2 тирана и злодея, мне кажется. Да. Ну, это так. Но, и, конечно, это от этой ордынской модели, это от Ивана III, от Ивана Грозного, в какой-то мере от Петра, хотя Петр это довольно, на мой взгляд, довольно амбивалентная личность, но это повторяется. Россия меняется, когда она проигрывает войны. Она изменилась, когда она проиграла Крымскую войну. Она изменилась, когда она проиграла Японскую войну.
Ну вот я, честно говоря, надеялся, что она изменится, проиграв украинскую войну. Пока она ее не проиграла, но также и не выиграла. Там находится ситуация в таком тупиковом положении, и чем это кончится в данный момент напророчить очень трудно. Трудно, да, и исход непонятен, и как-то все говорят, специалисты, и полуспециалисты, и вообще не специалисты, что это надолго может быть, вот такое вот полутупиковое состояние. Потому что там вроде Россия продвигается, армия, но она продвигается такими маленькими шажками, что... Ну, там известно, что кто-то подсчитал, что было 40 метров в день. Ну, теперь больше, чем 40 метров, но не так уж сильно больше, не так уж намного больше. Да, это тупиковое положение, но обычно оно продолжается, тупик такой может продолжаться года 4. Так было с Первой мировой войной, тоже была в тупике, и это кончилось. Посмотрим. Я не думаю, чтобы такое тупиковое положение могло продолжаться 10 лет. Ну, дай Бог, чтобы я был прав, Знаете, скажем так. это как как-то Пайпс сказал, что по поводу войн российских, русских, он говорит, Россия удивительная страна. Говорит, она всю жизнь вела оборонительные, если почитать ее историю, она всю жизнь вела оборонительные войны, но при этом расширяла территорию. Ну, это отчасти так. Нет, ну, у России были оборонительные, наступательные войны тоже были. Ну, и сколько... Называлось это оборонительной. Нет, Ну даже как, иногда... сейчас ведь, даже сейчас эта война с Украиной, ее объявили как оборонительная. Да, объявили, но в этом никто не верит. Но, скажем, война с Наполеоном была оборонительной. Война с Гитлером была в заметной степени оборонительной. Даже Крымская война была в заметной степени оборонительной. Но, скажем, занятие Екатериной Крыма и Южной России, это была война наступательная, и так ее и воспринимали и в самой России, и за пределами России. Ну, Пайпс, конечно, с иронией это говорил. Ну, да, потому конечно, что... да, конечно. Но это всегда сослить всегда можно, а когда речь идет о русской истории, то сослить, как правило, довольно легко. Почему? Ну, так Там вот. слишком много противоречий или как? Слишком сложно, и слишком много лжи, там, так сказать, Много лжи. накопилось, что ее проткнуть, вот этот пузырь лжи, всегда довольно легко, это можно сделать остроумно. Да, кто-то говорил, это говорили по поводу, какая-то была красивая фраза по поводу ленд-лиза. Потому что ведь ленд-лиз, там сначала говорили, что это замечательно, спасибо большое, там, это когда были еще союзниками. Потом, когда холодная война началась, это все никому не нужно был ваш ленд-лиз, и мы сами без вас бы победили, там, и так далее. И кто-то сказал такую фразу, что все-таки давайте говорить правду, потому что если не говорить правду, то у вас в будущем больше уже никогда союзников не будет, понимаете? Да? Ну, и к этому и пришли. К этому и пришли. У России сейчас, в общем, нет союзников, Ну, кроме Северной Кореи. Кроме Северной Кореи, да, которая... Ну, спасибо за такого союзника. Это не то слово, да, это не то слово. Причем даже Китай, вроде который, ну, все-таки не доходит до того, чтобы там воевать. И так Нет, далее. Китай никакой не союзник России. Я Китай в какой-то степени льщу себя мыслью, что я что-то знаю о Китае. Я там был 3 раза. Так. У меня есть китайские друзья, знакомые. Это люди типа шестидесятников в Советском Союзе. Серьезно? Да, там много таких. Ну, вот этот Си, который сейчас возглавляет Китай, он как-то не производит впечатления. Нет, он не производит, но там есть интеллигенция типа шестидесятников, ее довольно много. Но и Китай, по моим наблюдениям, он никак не друг России. Он может вести себя амбивалентно, как говорится, по тем или другим причинам, но никакой не друг России, никакой не союзник России. Ну, у них свои проблемы с Америкой, я думаю, да. Разумеется. Они там
Они используют, то, что они используют Россию, это уж точно совершенно. Ну, Ну, так это... Китай очень... Китай вообще страна такая прагматичная. Вот сказать. Да, и народ это очень умный, с опытом 5000 лет. Ну, есть стихи известные Алексея Константиновича Толстого, как главный мандарин, собирая других мандаринов, и говорит им, вот почему у нас в Китае порядку нет. Мандарины отвечают, потому что мы очень молоды, нам 5000 лет. На что главный мандарин говорит, подумаешь, 5000 только лет. И приказал он высечь немедля весь совет. Вот. Ну, в любом случае, какие бы тут ни были шутки и остроты, у Китая 5000-й опыт, и он как-то очень многому научился за эти 5000 лет. Какое ваше ощущение, это я сейчас многих спрашиваю, мне и самому это, конечно, безусловно, интересно, и я надеюсь, наша аудитория, чтобы хотя бы задумалась над тем, что вот Трамп у нас как бы новый персонаж мировой политики такой, ну, относительно новый, хотя в таком возрасте он стал. Мы видим, появляются политики в Европе, да, в Литве, везде. Насколько вот эти сегодняшние события, в первую очередь в Украине, не только, кстати говоря, еще Ближний Восток есть, да, насколько они меняют мир? Потому что вот тоже, опять же, особенно русские, ну, россияне, скажем, сейчас очень много между собой, это я свидетель, говорят о том, что как бы, как вы говорите, не закончилось это все похоже, скажем, как там появится, ну, условный новый Хрущев или новый Горбачев, да, но возвращение к прежней жизни уже не может быть. Это трудно сказать, я не берусь об этом судить. Одно могу сказать, что мир меняется слишком сильно. Очень печально то, что мир меняется. Дело в том, что лет 50 международное право все же наблюдалось. Россия первой с Крымом и с Донбассом нарушила международное право даже раньше, с Грузией и в некоторых других случаях. Нарушила международное право, и это ей как-то сошло с рук. Вот если нарушения международного права сходят с рук, то действительно мы вступаем, как сказал Бродский, в совершенно новый и грустный мир. Вот главное добиться, чтобы международное право опять восторжествовало. Я надеюсь, что человечество все-таки этого добьется, но сейчас это стало трудным. Стало трудно, потому что, смотрите, к власти приходят люди, и здесь даже не... Я не хочу там оценивать, хорошо это или плохо, просто видно, да, что тот же Трамп, какое международное право? Он не понимает, по-моему, что это такое, да? Ну, он, понимает, я думаю, конечно, я думаю, знает, понимает, конечно, да, но... остерегается его нарушать они несколько больше, чем Россия. Да, да, но все бы с удовольствием, такое ощущение, что все бы с удовольствием повторили бы опыт Путина. Ну, у меня нет такого ощущения. Да. У меня нет такого ощущения. У меня ощущение... Что всем нравится. Ну, не нравится. У меня тоже. ощущение, что... Может, и мы так же можем. Нет, я думаю, что нет. Но это, так сказать, вопрос интуиции, вопрос взгляда. Может быть, я и не прав. Да. Но одно могу сказать, я настаиваю на том, что возвращение к нормам международного права, как оно было выработано человечеством за последние, скажем, 200 лет, совершенно необходимо. Безусловно, но там такое, понимаете, опять же, ведь все говорят о том, что вообще вот это, ну там международное право входит в понятие вот этой модели, да, мира, которую мы видим перед собой, этот мир, ну, построен, скажем так, по западным лекалам, да, да, и что вот этот вот глобальный юг, к которому сейчас пытается присоседиться Россия, да,
что вот Россия вместе с этим со всем набором стран будет пытаться поменять эту модель просто. Ну, опять же скажу, съест она съест, но кто ей даст? Мгм. Я думаю, что эту модель поменять не удастся. И что на юге достаточно много сил, которые против такой модели. Ну, конечно, то есть получается, что вот этот юг, там, не знаю, юго-восток, что, с одной стороны, Запад всех снабжает там, новыми технологиями, деньгами, да, потом эти товарищи все, они все себе забирают, и говорят, ну вы нам не нужны, там, ваша демократия нам не нужна, но ваше международное право нам не нужно, нам нужны только ваши технологии. Ну, это... они- Компьютеры давайте, а это нам не надо. Ну да, в этом они повторяют опыт России в петровские времена, а потом в сталинские времена. Но я не думаю, чтобы так вели себя все. Это может бросаться в глаза, но это вряд ли является общим законом. Опять к культуре. Смотрите, как вот с этим югом, с Азией, ну, то, что Россия на двух континентах, это понятно, да? Но все-таки мы всегда себя сами считали, и нас считали европейцами, да? Сейчас, возможно ли так вот насильственно, возможно, с помощью, там, не знаю, пропаганды, с помощью системы образования, которая меняется сейчас в России, настолько сильно поменять культурный код и сделать россиян азиатами? Ну, это, как вам сказать, моя интуиция, что-то невозможно. Но, опять же, я могу быть и неправ. Очень надеюсь, что это невозможно, скажем так. Ну, смотрите, Со времен Петра это стало невозможным. да, что слишком Европа укоренилась. Да, очень многое в России укоренено в Европе, очень многое. И, конечно, сделать из России... Опять же, я знаю Россию и в какой-то мере знаю Китай. Вот сделать из России Китай труднее гораздо, чем сделать из России Германию или Англию. Труднее, а из Китая можно сделать Россию? Тоже нельзя. Тоже нельзя, и никто к этому особенно не стремится. Ну, это, конечно, слишком, но, тем не менее, мы же знаем, вот на этом глобальном юге в то же время есть страны, которые, несмотря на свое такое географическое положение и этнический состав, тем не менее, по образу жизни пытаются быть европейцами. Да. Да? И это получается в эту сторону, в сторону европейцев. По-моему, да. В этом смысле, мне кажется, довольно обнадеживающую эволюцию проделывает Латинская Америка. Казалось бы, что там все кончится огромной Кубой. Теперь это никак не кажется. Ну, это вы имеете в виду социализм такой, Да, кубинский, да? да? Да. Социализм, изоляционизм и тому подобное. Да. Ну, я имел в виду больше не Латинскую Америку, а Азию, Я и понимаю. арабский Восток. Африку, наверное. Ну, Африку тоже, арабский Восток, кстати. Ну, одно могу сказать, я не верю, что какая бы то ни была страна обречена на тоталитаризм, на империализм, на экстремизм и так далее, в том числе и арабские страны. Но по тем или иным историческим причинам в некоторых странах это труднее происходит, чем в западных странах. В западных тоже было трудно. С Гитлером тоже было очень трудно справиться. Но справились. Справятся и в арабских странах, и в азиатских странах. Вы оптимист, Томас. Я оптимист. В этом смысле, да. Но я всегда говорил, что я исторический оптимист. Но я повторю эту шутку, что оптимист – это тот, кто говорит, все кончится хорошо. Да. Исторический говорит, все кончится хорошо, но я до этого не доживу.
один украинец мне сказал, а есть еще апокалиптический оптимизм. Все кончится хорошо, но никто до этого не доживет. Вот. Но я продолжаю быть историческим оптимистом. Я был историческим оптимистом в отношении Советского Союза, что это, конечно, рухнет, но я до этого не доживу. Вот К своему удивлению дожил. Тут была тоже один литовский эмигрант, ныне уже покойный, мой приятель, профессор американского университета, замечательно, по-моему, пошутил. Он сказал, я всю жизнь молился, Господи, продли мою жизнь, чтобы я успел увидеть свободную Литву. Господь в его бесконечной мудрости сделал нечто лучшее. Он не продлил мою жизнь, он ускорил бег истории. Но вот будем надеяться, что Господь и здесь ускорит бег истории. То есть еще будем надеяться, что мы застанем что-то. Будем надеяться. Я-то, может быть, уже не застану, вы моложе меня, вы, может быть, застанете. Ну, слушайте, сейчас мы не будем возраст сравнивать, да, но тоже достаточно, чтобы уже не надеяться, честно вам скажу. Я в вашем возрасте жил при советской власти и совершенно не надеялся, что доживу, и дожил. Не, в моем возрасте вы не жили при советской власти. Ну, может быть, мы действительно выясним, сколько же вам лет. Я на 10 лет всего моложе вас. Ну тогда да. Вот, так что, слушайте, посмотрим. Посмотрим. У нас же еще есть дети, да, Да, это меня волнует, потому что, когда я вижу своих внуков, дети это еще, они взрослые люди, но внуки, если внуки, скажем, меня волнует смена климата, на меня это еще не повлияет. Жарко, но, так сказать, то, что при мне растают ледники Гренландии и уровень Мирового океана поднимется на 5 метров, до этого я точно не доживу. Внуки могут дожить. И вот как они себя при этом будут чувствовать, это меня волнует. Но у вас такой рациональный взгляд, в том числе на историю, я смотрю, потому что есть еще апокалипсический же взгляд, да, как мы сейчас узнали, и оптимисты есть даже апокалипсические, потому что не идет ли человечество вообще к тому, что сейчас мы просто это видим, не каждый день, но почти каждый день, когда там у нас трясут атомным ядерным оружием, да, не идет ли человечество вообще к тому, что оно просто само себя уничтожит, и на этом все закончится? Сколько я себя помню, со времен средней школы все об этом говорили. Кончится тем, что человечество себя уничтожит. Об этом были романы, об этом были фильмы. Был такой знаменитый австралийский роман «На пляже», и был фильм о том, как гибнет планета, последней гибнет Австралия, потому что на нее последнюю надвигается это радиоактивное облако. Там еще же Новая Зеландия есть. Тасмания. Самое последнее, что гибнет, это Тасмания. Об этом всегда говорили. Это как-то не произошло до сих пор. Человечество, оно все-таки тоже имеет опыт. Вот я сказал, Китай имеет опыт 5000 лет. Человечество имеет опыт гораздо более длительный. Оно как-то выходило из сложных ситуаций со времен неандертальцев. С большими потерями, с большим трудом оно выходило. Будем надеяться, что в этот биологический вид что-то вложен, какой-то разум, который поможет выйти из многих опасных ситуаций. Слушайте, выходили эволюционно, но эволюция несла с собой и технологическую эволюцию. Да, эволюция самого человека шла вместе с эволюцией технологий. Совершенно верно. Да, а технология такая, убийственная. Вы знаете, огонь тоже убийственен. Когда его изобрели, лесные пожары, наверное, казались убийственными и могли казаться убийственными для всего человечества, потому что человечество тогда сводилось к немногочисленным племенам. Как-то выдержали. Был выбор такой, или тепло, или пожар, да? Да. Или все вместе. Да, или ты будешь в холоде замерзать, и так сказать,
тяжелом положении, или ты согласишься время от времени на пожары. Человечество выбрало пожары, которые ему показались меньшим злом, да они, собственно, наверное, являются меньшим злом. Но у нас всегда бывает выбор между очень большим злом и просто злом. В общем, выбора между злом и добром как бы и не существует. К сожалению, это так. Почему? Ну, вот, Все является злом? Как ты говорил, вот вы с Наумом Коржавиным жили где-то, когда-то, я помню, вы рассказывали. Да? У Коржавина, помню, есть такая фраза, что как-то, в общем, если там люди, то плохо как-то, то там плохо, да? Вот так, где люди, там плохо. ну, в общем, нет, ну, добро существует, но добро – это вопрос, так сказать, идеального. Ничего идеального нет. Добро существует как наш идеал, добро существует как то, к чему следует стремиться. А в реальных общественных выборах имеется выбор между большим злом и меньшим злом. Иногда даже небольшим злом, скажем тогда. Но думаю, что в общественной жизни какое-то количество зла всегда присутствует и всегда неизбежно. Да. Ну и в политической жизни тоже, в общем-то, мы выбираем, конечно, Да. Трамп не Трамп, мы выбираем меньшее зло. Ну, в общем, да. В общем, Меньшее да. зло, а никогда не выбираем добро. Давайте завершим, только действительно оптимистично тогда, Томас. Ну, Давайте попробуем пожелать нам дожить, нашей аудитории тем более, чтобы все-таки дожить до той поры, когда добро будет, не меньшее зло, а когда добро будет побеждать. ну, Это будет такое? это очень, Это идеализм. очень высокая планка, как говорится, очень высоко поднятая планка. Перепрыгнем ее или нет, я не знаю. Давайте так, планка ведь чем хороша? Ее не обязательно достигать, к ней надо идти. Да, ну, об этом я все время тут и говорил. Да. Ну, пойдем в правильном направлении. Спасибо большое. Спасибо. Томас Венслова в программе «Вдох-выдох». Диссидент, правозащитник, историк, философ, поэт, переводчик, легендарная фигура современной Литвы и когда-тошнего Советского Союза. Да? Ну, спасибо Диссидентского. на добром Спасибо. слове, как говорится, незаслуженном. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо за внимание. Это я обращаюсь к нашей аудитории. Это была программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Моим гостем и собеседником был сегодня легендарная личность Томас Венслова. А к нам у нас одна просьба. Понравилась вам программа? Если даже не понравилась, ставьте лайки. Нам это очень важно. Всего доброго и до встречи.